Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов по улучшению и доработке вида масштабных моделей. Сегодня у нас третья часть, посвященная регистрационным номерным знакам от студии Microdizine в масштабе 1 к 43. В предыдущих видео я вам показывал легковушки и грузовые автомобили. Продолжим традицию. Покажу вам оставшиеся модели, на которые я еще не ставил регистрационные номерные знаки. И также покажу несколько грузовиков, которые мелькали в предыдущих видеообзорах, но они были не до конца доработаны. Не хватало дублеров на задних бортах, и как раз я купил набор декалей для улучшения вида масштабных моделей и наклеил их на задние борта грузовиков. И вы в комментариях можете написать, какие еще доработки стоит сделать с этими моделями. И для тех, кто не смотрел предыдущие видеоролики, покажу, что из себя представляют данные наборы для доработки. Они довольно дорогие, но, на мой взгляд, стоят заявленных денег. У меня на сегодняшний день собрано 7 наборов. Это все, что выходило в 43-м масштабе у студии Microdizine. И последний набор выглядит вот так. Здесь российские номерные знаки, также номера для автомобилей такси и дипломатического транспорта. Отсюда я взял уже 2 комплекта, третий просто открепил от подложки. И один комплект установил на самосвал МАЗ, сегодня мы его посмотрим, а второй на легковушку. Ее покажу уже в другом видеоролике. Ну вот предыдущие наборы. Здесь номера на полицейские автомобили, также на гражданскую технику. Номера для военного транспорта. Также белые номера. Старые советские черные номера с белыми буквами и цифрами. Более ранний тип номеров. Также здесь присутствуют номера под военный транспорт. И желтые номера. И это регистрационные номерные знаки образца 46-го года. Здесь тоже вот написано на этикетке. И эти номера сделаны на металлической основе и краской объемно нанесены буковки и циферки. И давайте начнем с первой модели Москвич 2140 SL. И журнальной серии «Автолегенды СССР» от издательского дома Де Агостини. Вполне удачная масштабная модель. Сюда я поставил номера на белом фоне образца 80-го года. Московский регистрационный номерной знак. И перед установкой номеров я снял таблички с надписью «Москвич», потому что они были из толстого пластика. И если на эту табличку поставить номерной знак, то будет выглядеть не очень красиво. А так это вполне хорошая модель, которая может занять достойное место на вашей полке среди других советских автомобильчиков. Правда, у меня на дверке какая-то грязь. Я уже испугался, что это вздутие на лакокрасочном покрытии. Следующий автомобиль это гибрид ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Изначально у этой машины стояла решетка радиатора от пятерки, заменил ее на семерочный аналог. Регистрационные номерные знаки тоже на белом фоне. Перекрасил задние фонари. И эта машинка мне нравится больше, чем классическая семерка и журнальной серии «Автолегенды СССР», потому что, во-первых, эта модель белого цвета, более популярный для семерок и пятерок, и также здесь краской обозначили воздуховоды на капоте. На модели из российской серии их не было, и нужно было делать какую-то самостоятельную доработку. И здесь лучше выглядят колесные диски, потому что они не залиты краской. А остальные узлы точно такие же, как на следующей машине, которую я вам покажу. Здесь тоже белые номерные знаки. Тоже дорабатывал задние фонари, потому что изначально они были полностью красного цвета. Вот так выглядят колесные диски. И эти модели вполне удачные. И при небольшой доработке можно получить вполне копийную масштабную копию. Днище точно такое же, как и у предыдущей белой гибридной семерки-пятерки.
Далее покажу вам грузовичок. На него я поставил желтые регистрационные номерные знаки. Тоже вполне хорошая масштабная модель, но проблема в том, что у нее пластиковая рама, и она гнутая. Из-за этого кабина смотрит немножко вниз. И машина очень легкая, потому что здесь также пластиковый кузов. Кабина сделана из металла. Не хватает дублеров, но у меня пока что только набор дублирующих знаков белого цвета. Если их наклеить на серый тент, то они будут сливаться. Хотя, возможно, такой вариант тоже существовал в реальной жизни. Напишите в комментариях, какого цвета сюда подходят дублирующие номера. Тогда я посмотрю в продаже этот комплект и наклею на данный грузовичок. ЗИЛ-130, тоже околхоженный. И вот так выглядят дублеры, которые я наклеил на задний борт. И это набор декалей Edmond Studio, тоже вам его покажу. Вот так он выглядит. Конечно, здесь вы мало что рассмотрите, потому что бумага белого цвета. Но под определенным углом, я думаю, вам будет видно, что он из себя представляет. Также есть ограничение скорости, дополнительные буквы на латинице, черточки. И здесь два размера дублирующих номеров. Я уже некоторые буковки нарезал специально, чтобы потом их не вырезать заново. И здесь каждая буква на своей подложке. Например, у меня есть еще набор декалей. Вот такой. И здесь подложка общая у всех логотипов. И каждый логотип вам нужно отдельно вырезать. И получается не очень красиво после наклейки на масштабную модель. Я купил еще набор немецких номерных знаков, тоже от Доктор Декаль. И скорее всего здесь каждый номерной знак нужно вырезать будет по контуру. И опять же это лишняя возня, и конечный результат не такой красивый, если бы здесь подложка была у каждого элемента своя. Далее покажу вам ЗИЛ-157. Поставил черные регистрационные номерные знаки. И также наклеил дублеры на задний борт. Мне потому что в комментариях писали, когда я делал первую часть, что не хватает дублирующих регистрационных номерных знаков. Бензовоз в варианте МЧС. Сюда тоже наклеил номера. Дублеры не стал клеить, потому что на задней части цистерны есть довольно крупная надпись «Огнеопасно», и дублирующий номерной знак сюда просто не влезет. И поставил его наверх, потому что сюда, на крыло, он не влезает. И, конечно, нужно сделать еще освещение регистрационного номерного знака. Вырежу маленькую детальку и наклею ее снизу или по бокам. Вот такой ЗИЛ. Также покажу вам самосвал марки МАЗ. Сюда я наклеил номера из последнего набора, который приобретал в свою коллекцию. Пока что дублеров на задний борт не клеил. И я видел такие МАЗы без дублирующих номерных знаков, поэтому можно оставить грузовик и в таком виде. Сложно сказать, какой ГОСТ по дублирующим номерам. Тоже напишите в комментариях, сейчас они необходимы или можно на современные машины не клеить буковки и циферки. Потому что некоторые грузовики попадаются без заднего борта. И последний самосвал — это Татра. На нее я тоже наклеил номера образца 80-го года. И также наклеил дублеры. Номер я спрятал под кузов, не стал крепить его под задний фонарь, потому что он сюда просто не влезет. И опять же нужно будет сделать подсветку номера. Вот такая небольшая коллекция моих доработанных масштабных моделей. В
В комментариях вы можете написать, какой автомобиль вам понравился больше всего. Хотите ли вы продолжение данной рубрики? Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, и можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.